Всем доброго времени суток, меня зовут Ирина, и сегодня мы с вами выполним разминку стоя. На моем канале уже есть разминка сидя, вы можете найти ее здесь, а сегодня мы погреемся с вами из положения стоя. Встаем стопами на ширине таза, чуть сгибаем ноги в коленях, чтобы ноги были мягкие. Расслабляем полностью плечи, даем плечам мягко стекать вниз, макушкой тянемся вверх в потолок и разогреваем шейный отдел, поворачиваем голову вправо-влево. Представляем, что макушка у нас привязана к потолку за ниточку, и всегда тянемся макушкой вверх, чтобы шея была всегда длинная. Добавляем глаза, уводим глаза в сторону поворота головы, смотрим максимально то за правое, то за левое плечо. Наклоны головы вперед-назад, вперед-выдох, назад-вдох, глаза вниз и вверх, вниз и вверх. Наблюдаем за ощущениями в шейном отделе. При любом дискомфорте уменьшаем амплитуду или пропускаем. За шеей всегда следим очень внимательно. Относимся к себе всегда очень бережно. И наклоны головы к правому, к левому плечу. Оттягиваем плечи вниз, ухом тянемся вверх, глаза скашиваем по диагонали в потолок. Отлично. Поднимаем голову вверх и делаем подбородком вращательные движения, как будто что-то подтягиваем к себе грудной клетки. Такие круговые движения в шейном отделе. В одну сторону и в другую. Наоборот, как будто что-то от себя отталкиваем. Отлично. Вытягиваемся, вытягиваем вперед руки, сжимаем, разжимаем пальцы рук. Разогреваем хорошо все суставы на ладонях. И разогреем немного наше правое и левое полушарие мозга. В одной руке указательный средний палец, в другой руке большой. И пробуем быстро менять. Если не получается быстро, сначала работаем медленно. Если наоборот получается очень легко, пробуем добавлять хлопок. Отлично. Хорошо. Разводим руки в стороны и на вдохе раскрываем грудную клетку, толкаем лопатки в грудную клетку вверх. На выдохе закрываем плечи, лопатки расталкиваем назад и в стороны. Вдох, прогиб, выдох, наклон. Работаем и плечевыми суставами, и грудной клеткой. Отлично. Хорошо, вытягиваем руки вперед, тыльными сторонами друг к другу. Правая рука поверх левой, перекрещиваем пальцы в замок и выворачиваем замок от себя к себе. Если при таком движении не получается до конца разгибать руки, останавливаемся там, докуда получается. При болевых ощущениях делаем то же самое. Движение заканчиваем там, где начинается боль. Не терпим никакого дискомфорта. И другая рука сверху. Перекрещиваем пальцы в замок и выворачиваем замок от себя к себе. Отлично. Разводим руки в стороны, делаем вдох. И на выдохе наклон вправо, левая рука над головой. Вдох, центр, выдох, наклон влево, правая рука над головой. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Стараемся не смещать плоскость корпуса. Представляем, что наш корпус между двух стеночек. Мы в узком коридоре и двигаемся только в этом коридоре, без наклона и прогиба. Вытягиваем боковые поверхности. Отлично. Здесь вдох. Опускаем руки вниз, выдох. Сгибаем ноги чуть в коленях, мягкие ноги. И скручиваемся вправо-влево полностью расслабленным корпусом, при этом не смещая таз. Обе подвздошные кости, как смотрели вперед, так и смотрят. Скрутка только в позвоночнике. Расслабленные руки. Хорошо. И более интенсивная скрутка. Со вдохом руки вперед, с выдохом скручиваемся вправо. Вдох вперед, выдох влево. Таз продолжает смотреть вперед, таз закрыт. Только работа в грудном отделе, в лопатках.
Отлично. Опускаем себе кулачки на крестец, ниже, чем поясница, в такую жесткую косточку. На вдохе толкаем таз вперед, на выдохе наклон до параллели с полом. Если в этом положении округлилась спина, подсгибаем ноги в коленях и опускаемся до того уровня, где спина остается прямая. Вдох, прогиб, толкаем таз вперед, выдох, наклон. Отлично. Поднимаемся вверх, приподнимаем правое бедро и вращаем бедро наружу. Левой стопой толкаемся от пола, макушкой тянемся вверх и вращаем правой ногой, стараясь задействовать всю возможную амплитуду проворота в правом тазобедренном суставе. Рабочую ногу, в данный момент правую, стараемся на пол не опускать и вращаем в другую сторону, внутрь. Максимально далеко уводим наружу и максимально близко внутрь. Опускаем правую. Если чувствуем, что устала опорная нога, всегда можно напряжение стряхнуть и меняем сторону. Приподнимаем левую ногу, вращаем наружу. По максимальной амплитуде, чувствуя все ощущения, которые сейчас у нас в левом тазобедренном суставе, и внутрь. Стараемся держать баланс на правой стопе. Макушкой тянемся вверх. Опускаем стопы на ширину таза. Кладем ладони себе на колени и вращаем коленями друг к другу, переминаясь с внешнего края стопы на внутренний. Мы задействуем одновременно сейчас и тазобедренные суставы, и коленные, и голеностопы. И в другую сторону, наружу. Хорошо, разогреваем коленные суставы и растираем ладошками правое колено прям до ощущения хорошего тепла внутри сустава. И левое колено. Колени всегда хорошо готовим. Либо к предстоящему дню, либо к практике, если будет дальше какое-то занятие. Встаем вверх, изгибаем ноги в коленях, стараясь пяточками себя ударять по ягодицам. Такое довольно интенсивное движение, но только если оно не создает неприятных ощущений в коленных суставах. Хорошо, разогреваем колени и вытягиваем вперед правую ногу, вращаем стопой по кругу в одну сторону и в другую сторону. И пальцы на стопе собираем в кулак, расправляем веером. Собираем, расправляем, собираем, расправляем. Стараемся, чтобы в момент расправления у нас ни один палец не касался соседнего. Учим каждую мышцу, каждому пальцу работать отдельно. Отлично. Опускаем правую, стряхиваем, если необходимо напряжение. Поднимаем левую ногу, вращаем стопой по кругу в одну сторону. Вниманием всегда там, с чем работаем. Сейчас это наш левый голеностоп. И в другую сторону. И пальцы на стопе собираем в кулак, расправляем веером. Собираем, расправляем. Хорошо, ставим стопы вместе. Поднимаем вверх пятки на носки и на пятки носки вверх. И в динамике на носки, на пятки, на носки, на пятки. Встаем на внешние края стоп, на внутренние. На внешние, на внутренние. И меняем. Отлично. Стряхиваем снова ноги. И последнее движение, которое мы с вами сделаем. Ставим стопы на ширину таза. Сгибаем ноги в коленях. Начинаем от головы. Мы опускаем подбородок нашей ключицей, ныряем головой вниз. И согнутыми в коленях ногами продолжаем опускаться вниз, как будто стекать вниз. Расслаблены руки, живот ложится на бедра. И на вдохе ныряем головой вверх через прогиб, мягко поднимаемся. На выдохе снова опускаем подбородок к грудной клетке, стекаем мягко вниз, обязательно согнутые в коленях ноги. На вдохе ныряем вверх, прогибаемся и встаем. Отлично. И последний раз. Выдох вниз.
И со вдохом через прогиб вверх. Отлично. Стряхиваем все напряжение с рук, все напряжение с ног. Мы с вами погрелись довольно быстро, интенсивно согрели все суставы. Можно использовать эту разминку как полноценную зарядку утром, чтобы проснуться, либо как разогрев перед любой тренировкой, более интенсивной. Спасибо вам, что смотрели мое видео. Пока-пока.